Всем привет! Сегодня в эфире я покажу трехдневное путешествие в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Перед поездкой мы выбрали список достопримечательностей, которые хотим посетить. Конечно, это знаменитые башни-близнецы Петронас, красивое место пещеры Бату, улица Скатерть-самобранка стритфуда Алор, площадь Независимости, китайский квартал на улице Петалинг, парк птиц, парк бабочек, океанариум, ботанические сады, храм Тяньхоу, телебашня, также парк развлечений Санвей Лагун и центральный рынок. А теперь давайте смотреть, что у нас получилось увидеть. Мы живем во Вьетнаме, в городе Дананг, и очень удобно, что у нас есть международный аэропорт всего в 10 минутах от города. У нас лоукостер, и багаж мы почему-то не купили никакой. Вот сейчас посмотрим, что нам скажут за этот чемодан. В общем, у них промоушен какой-то, и багаж 20 килограмм. Причем, по-моему, на каждого человека, да, Андрюш, или на всех? На каждого. Включен. Вот так. Класс. Вот этот рейс был дешевле, и там много народу. И он не прямой. Хотя куда дешевле, если наш стоил 60 евро на человека. И у нас вот немного людей здесь совсем. Ангелина вот была в этих странах. У нее сейчас 12-я страна будет. Малайзия. И первый раз мы летим с рюкзачками. Обычно у нас всегда и ручная кладь, и все-все-все. В аэропорту вот такие коляски для детей. А я еще удивилась, почему говорили коляски в багаж сдавать. Видимо, тут их выдают. Вот так, очень удобненько. Еда в аэропорту, короче, не очень дешевая. Хотя не супер еда там. Такие всякие бутеры непонятные. Классный суп фумо. Ну, порция-то у тебя не маленькая. В Дананге во Вьетнаме дождь, ну такой моросящий. Интересно, как нас встретит Малайзия. Такие облака красивые и такие цвета. Полупустой самолет. Непопулярное, видимо, направление, но вот тот, который был с пересадкой и дешевле там на 10 евро, наверное, ну не на 10, конечно, но 20. Он был прям много-много людей было. Цель нашей поездки — это Visa Run, это общепринятое название среди долгожителей в Азии. Все, кто долго там годами живет, знают об этом, потому что в данный момент для россиян действует двухнедельное пребывание во Вьетнаме. И в связи с положением в России, сегодня декабрь 2022 года, россиянам выдается военное продление на 3 месяца. Но мы еще не подавались, вот в чате мы смотрим, что иногда, конечно, вредничают, но по итогу принимают у всех документы и выдают продление на 3 месяца. Также можно заранее податься на онлайн-визу, заплатить пошлину $25 с человека, и тогда будет дана виза на месяц. Что мы, собственно, и сделали, и решили не подаваться на это военное продление, выехать, еще какое-то время побыть и потом уже податься. Вот такое черное небо, прям видно границу, там было светлое, а вот там, вон видно, все черным-черно. Welcome to Малайзия. В Малайзии достаточно большой аэропорт, и из-за этого нам вот надо ехать на поезде, чтобы получать багаж. Внимание! Это вот такие очереди. Это что-то прям вот очень круто. Нам ехать 44 минуты. Такси будет стоить $17. В Booking.com наш комплекс апартаментов был в десятке престижных видовых комплексов, потому что из окон видны знаменитые башни Петронас. Для нас это не имело никакого значения, мы не указывали комментарий, что хотим вид на башни, и не доплачивали за него, но тем не менее нам он достался. Совпали все отзывы, хорошая уборка, вкусный завтрак и, что удивительно, комары. Мы жили на 29 этаже, и они в нашем номере тоже были. Так.
такая спальня. Вот спальня хорошая. Спальня большая достаточно. Вот. Везде вид на башни-близнецы. Вот они, кстати, в тумане сегодня. Вот то, что нас поразило-то. Лилипутская вот эта комнатка. Это спальня номер раз. И туалет для нее. Еще один туалет нормальный. Такой. С душем. Нам понравился наш комплекс апартаментов, потому что до главной дороги буквально за 3 минуты довозила гольф-машина. И дальше совсем недолго до главного их мола. Вот тот Говид Павильон. При выборе отеля главным критерием, конечно, было его местоположение. Мы хотели, чтобы он был в центре, чтобы можно было спокойно гулять пешком по главным достопримечательностям, которые все находятся рядом. Но оказалось, что мы совершенно не так себе представляли центр Куала-Лумпура. Стройки, небоскребы натыканы, между ними не пройти, узкие тротуары, сложные переходы. В Куала-Лумпуре много торговых центров, все они были красиво оформлены к Рождеству и Новому году, но набор магазинов стандартный, это известные бренды. Местного колорита, как мы любим, очень мало. Для начала мы пришли подкрепиться. Китайский ресторан. Тут вот очень много людей и очень много еды. Для нас очень странный. Мы на завтрак пришли. В обед-то можно выбрать, но для завтрака, конечно, нам тяжело. Так, пришли какие-то китайские десерты. Вот можно вот так крутить стол. Это какие-то домашние желе. Это жидкость какая-то. Почему? Это лед, что ли? А что это такое? Это лед. Наверное, чай какой-то. Не знаю, я такое заказала. Покажи меню. Где меню убрали? Это сам десерт. Где? Вот. Так мало? Сочки. А это? Оп, желе. Да, это Так, а это, блин, насколько, если я правильно перевела, то свинина и рыба. Вот вместе в сочетании. Ну, я как бы к мясу не очень, но это вкусно. И вот здесь это как что-то турецкие напевы, видимо, какие-то орехи и мед, наверное, внутри этого блина. Ну что? Что это? Желе? А что? Что это? Не очень? Так и запишем на N. Не очень. Да? Первой достопримечательностью мы выбрали парк птиц, потому что прогноз погоды обещал полдня без дождя. И на карте парк птиц находился недалеко от нас, всего в 15 минутах от центра. Но из-за пробок мы добирались полчаса. Так, мы приехали в парк птиц. Вот тикет. Куда-то туда. Вдоль цветов и растений. Это кафе. Ну, попозже придем. А вон все в сетке. Видите, чтобы птицы не улетели. Ну понятно, что это же прям в городе. Вон они, небоскребы тут же. Там касса. Куала-Лумпур. Что там? Рыбки? Делим на 4 мы. Грубо, делим на 4 их валюта. Проходим.
это чтобы они не улетели, наверное, но здесь препятствия, смотри, смотри. Чтобы они не улетели. Он сразу к нам пришел, прям сразу. Показывает свой хвост. Красивый. Он ждет еду, конечно, но кормить нельзя. Мы оделись и в дождевики, и в зонты. Так, команда миньонов. А команда миньонов? Ангелина? Вот. Пошли. Да. И мы пошли. Мы решили не ходить вот в ту заднюю часть, потому что там амфитеатр и какое-то представление. Явно в такой дождь представления никакого нету. Мы идем просто типа гулять, да, Ангелина? Ты глазами миньона смотришь на мир. Ну, дождик вообще теплый, и в дождевике на самом деле тепло. Такие вот цветы я выращивала, точнее один цветок дома. Мама у меня выращивала антуриум, по-моему, он называется. Вот оказалось просто верх красоты. Он достаточно неприхотливый в уходе, а здесь они просто так растут. Дождь усиливается. Настоящий тропический дождь. Сильнее сейчас стал, да. Больше всего нас заинтересовал вот этот павлин с розовым хвостом. Такой окрас мы видели впервые. Природа — это самый лучший колорист. Это вот как? Вот как такой цвет ты сделаешь? Это такая красота. Так крадется, что непонятно, что ему от меня надо. Ой. Чуть не заснял Ты катастрофу. снимал, да? Что вот ему надобно? Он хочет, наверное, туда и не знает, как туда попасть. Резюме. Парк птиц стоит посетить, и даже в легкий дождик там приятно прогуляться, посмотреть на природу, на птичек. Но он очень маленький в размере. Птиц там было не больше, чем в нашем доминиканском отеле. Тем не менее, они очень дружелюбные, красивые. Выбор этой достопримечательности может зависеть от того, сколько дней вы проведете в Куала-Лумпуре. Что там выбираешь? Настоящие. Я говорю, что они все настоящие. Ага, окей. А this one the same? Yeah, this is like a bao, mini bao. А, вау, understand. Вау, тоже возьмем попробовать. Yellow is custard, this one is like cream bean. Супер. Вот такой ресторанчик с буфетом. Можно взять все, что хочешь. Здесь готовое, а здесь сырое для супа. Суп будешь сам себе варить, что хочешь. Ага, вот Ангелина креветосов себе берет. Так. А там еще вон суши, смотри, делают. Тут еще и суши, и тут еще и супчик.
А что за суп? Ну, такой суп мы вряд ли будет. А вот еще доширак в разных видах можно в суп добавить. Всякий-всякий. Огромное количество соусов. Просто огроменное. Это в суп, наверное, можно добавлять. Но это не настоящий краб и не настоящая креветка. Вот у Ангелинки настоящая. Покажи свои, Ангелиша. Вот у нее настоящая. А у нас не настоящие. Вот все знают, что у каждого своя стихия находится в меньшинстве и в приоритете. Вот у меня в приоритете воздух, а в меньшинстве огонь. И мне очень не хватает огня как раз для действий. И вот, чтобы повысить огонь, можно есть острую пищу. Это очень хорошо помогает в целом в гармонизации и состояния, и дел, да, для баланса. Так что повышаем огонь. А вот мужу моему достаточно огня, он и так такой очень огненный, поэтому ему надо что-то потише, ему нельзя остро есть. Начал капать дождь, но из-за того, что мы то под каким-нибудь мостом, то высоченное здание, тут, блин, ни солнца, ни дождя толком не чувствуется. Но, конечно, здесь дожди начинаются моментально. То есть вот он закапал и тут же раз и полил. Поэтому у тебя есть там 30 секунд, чтобы одеть дождевик. Пробуем какую-то новую. Это Google или что это? Google. Это в новом обновлении? Да. Вот теперь онлайн можно вот так по стрелкам, видите, снимать. И он определяет, где поворот, куда как. Чтобы не путаться с этими компасами, как мы вечно, да, в какой сторону мы стоим. Он причем понимает, где ты находишься. И еще в Малайзии бесконечные переходы. Вот я сейчас иду через дорогу. Очень много дорог. И на первых этажах паркинги. И, соответственно, все кафешки, ну и какие-либо услуги, они находятся в торговых центрах. И то есть ты не можешь просто гулять, как вот нам нравится в Таиланде или во Вьетнаме. Куда-то раз зашел, увидел кафешку, зашел. Здесь все такое нежилое на первых этажах. И лучше передвигаться, конечно, на такси. Пешком ходить достаточно тяжело. Вот это мое любимое здание. Я вам покажу от начала до конца. — 55 этажей. А вот обычный дом, ну типа бедный, да, в сравнении вот с этими со всеми агромюхинскими. Все жилье здесь достаточно дорогое. Мы с таксистом разговаривали, говорит, очень тяжело здесь купить недвижимость. Ну вот мы дошли до улицы с кафешками. Так как в Малайзии огромное количество представителей различных культур Азии, то и рестораны тут на любой вкус, и учитывая, что страна мусульманская, то очень много и сирийских ресторанов, именно чисто мусульманских. Мы искали вот этот ресторан с пиццей. Мы думали, что он немножко побольше, ну ладно, посмотрим. И название, например. Какое? Пицца. Ну, hello. Так, зашли в кафе и встретили человека, с которым муж общался только онлайн. И он его как-то еще узнал. Как он его узнал? Так мы едем в следующую достопримечательность, окрашенную индийским колоритом. Малайзия многонациональна. В крови у жителей намешаны китайские, индийские и малайзийские корни. Бату – это гигантский природный пещерный комплекс, посвященный индуистским святыням. По легенде или по Википедии, они были основаны аж 400 миллионов лет назад. Там жили первые поселения малайзийцев, а потом пришли китайцы, стали собирать там навоз от летучих мышей
И потом уже пришел какой-то индус и сделал там храм, поставил эту статую. Сейчас я расскажу про статую, когда ближе подойдем. Это статуя Шри Муругану, старшему сыну Будды и Парвати. 40 метров, по-моему, она в высоту. А, ну это человек-обезьяна. Вот он какой. Вот он. Ну вот здесь, конечно, внушительно так. Вот это с маленьким идет. Вот, посмотри, она прочитает. А, прям с маленьким. Мама, смотри. И вон еще с маленьким. Ой, это с маленьким, посмотри. И это Да, да, я и говорю, с малышом. Там папа наш прям в эпицентре событий. Ой, это. Смотри, какой малыш. Из пакета прям. И за сисю, и за сисю. Нам было доступно к посещению 3 пещеры. Как и миллионы лет назад, сегодня Бату также подвержены влиянию природы, и поэтому некоторые пещеры становятся небезопасными и уже закрытыми для посещения. Первая пещера, в которую мы зашли, это своеобразная художественная галерея. С религиозной точки зрения эта пещера мало интересна. Здесь представлена история Рамы в хронологическом порядке. Вход в каждую пещеру по 5 местных валют, а доллар 20. А, вот пикок. Вот он. Да, только у него драный хвост, ему выдрали весь хвост для этих перьев дурацких. Просто как будто в Индии находимся. Насколько моих познаний хватает, это Ганеша. Он исполняет желания, сын Шивы. Многие в него верят, когда по фэншую делают для себя всякие карты желаний. Подношение Ганеши можно сделать, если поставить Ганешу у себя дома. Но для меня это очередная сущность, которую создаешь. Верим мы в себя. Ну так-то красиво, да, когда сталактиты раскрашены. Вау. Супер. А теперь не наш. Только что мы тут сидели. Бедные павлины с вырванными хвостами. Я теперь понимаю, почему плохая примета иметь дома павлиний хвост. Потому что вот, живодерство чистой воды.
Вход в главный храм в Большой пещере открыли в 1920 году, пристроив 272 ступени, а разрисовали их в радужные цвета только в 2018 году, накануне большого религиозного праздника по указу настоятеля храма. Всем фанатам храма и туристам, конечно, это решение понравилось, в отличие от местных малайзийских властей. Разбирательство идет до сих пор, потому что власти посчитали это самоуправством, которое может только навредить древнему памятнику. Это вид с самой вершины. Ну, легко в целом подниматься, даже ребенок хорошо поднялась. А это обратная сторона красоты. Тут же мусорка и тут же грязь. Такая красота и, блин, вот так. На мой взгляд, эта достопримечательность обязательно к посещению в Куала-Лумпуре. Лично я не видела такого колорита в сочетании с красивой природой. Куала-Лумпур, очень плотный трафик. Ну, вот как только я захотела снять про трафик, мы сразу и поехали. Так, пришли на подкрепление. Это вот их стандартный рис с морепродуктами. Все по $5 получается. Зажаренная курица. Вот супчик неплохой. Это тоже какая-то курочка. Все по $5, да, каждое блюдо. Суп всегда добавляет вот такие ростки. На самом деле вкусно, свежесть очень придает. Потому что макароны уже надоели, а вот это шикарно. У них бывает иногда raw noodles. Это noodles, сырой noodles, только с ростками. Беспроигрышный вариант в Азии для ребенка заказывать вот этот рис с морепродуктами. Рис у нас Ангелина ест всегда, да? Вот выход из мола. Сразу в эти башни знаменитые Петронас. Одна. Слушай, ну такие они узенькие на самом деле. Вон уже выход виднеется. А вон другая уже. Так. Башенки. Башни-близнецы Петронас – самые высокие башни-близнецы в мире с 1998 года по настоящее время. 88 этажей каждая. Для нас башни Петронас – это обычные высокие здания, которым создают культ и искусственно привлекают внимание. Таких башен много по миру, ну, конечно, мы должны были посмотреть на эти и сделать с ними фото. Мы только начали оглядываться в поисках удачной локации, как к нам подошли предприимчивые малазийцы и предложили сделать удачную фотографию за $5. Они провели нас сквозь толпу, поставили в самый центр для удачного кадра, разгоняли людей, держали наши сумки и отдали нам красивые фотографии, получили свои деньги, и все оказались довольны. К слову, с ними можно торговаться. Возле мола. Вон все стоят с телефонами.
Потому что все ждут или вызывают такси. В Куала-Лумпуре развита сеть общественного транспорта, но мы передвигались на такси, поскольку такси очень дешевое. Мы использовали приложение Grab, которое популярно во всей Азии, но друзья нам сказали, что приложение Максим в 2 раза дешевле. Щиты с этим названием висят по всему городу, но мы его так и не скачали. А мы поехали в следующую достопримечательность, которую все рекомендуют, это центральный рынок. Вот он, Central Market. Оба! Да, 3 восьмерочки. На рынок заехать можно, но ожидания были больше, чем реальность. Пара прикольных павильонов с изделиями ручной работы из дерева. И магазин натуральной малазийской косметики. Вот, собственно, и все, что нам там понравилось. Такие натуральные масла. Это микс всех. А это вот джинджер, имбирь, зеленый кофе, коконат, естественно, базилик. И вот это я таких не знаю названий. Вот такие всякие скрабы. Супер шикарный магазин. Вообще шикарный. Странно, что в Куала-Лумпуре очень мало фруктов, и даже на рынке была всего одна точка. 3 дня, 4 достопримечательности и посещение торговых центров. Мы очень устали и решили в этот вечер уже никуда не ходить. И шум строечки, пожалуйста. И недострой. И со второй стороны недострой. Мы очень хотели, но не попали в телебашню и в храм Тяньхоу. До площади Независимости не дошли, ну и ладно, а океанариумы мы тоже уже видели во многих странах. Мы пожертвовали запланированной улицей стритфуда Алор. Решили, что после Осаки нас уже сложно впечатлить, тем более, что заявлено было, что эта улица длится всего 300 метров. So today where are you going? Yes, today we leave. You're leaving? Yes, we go Oh, today. Так, вот такой завтрак. Фруктики. Ангелин, помочь тебе, да? Молодец. Так. Ну и здесь всякая вкусняшка, наверное, конечно, рис, да, и макароны. Это не удивительно. Вот там внутри воспроизведенные джунгли. И там можно даже ходить. Вам, наверное, плохо видно. А мы вообще опаздываем, поэтому я не смогу показать. Но вот такой вот Jungle Walk. Здесь заход, и он достаточно большой. Ну, мы, короче, бежим. Мы бежим, потому что очень большой аэропорт. 2 поезда. Нам еще на 2-й поезд.
Комфортно, не спеша, с ребенком мы посетили 4 достопримечательности за 3 дня и погуляли по торговым центрам, посмотрели атмосферу к Рождеству и Новому году. До встречи на моем канале в новых выпусках в эфире из других стран Азии.